Итак, у нас Mazda 3 с аукциона. Купили мы ее, обошлась она нам в круг $1500 уже с доставкой совсем. Но есть один большущий момент. Удар пришелся в лонжерон. Что, как вы понимаете, это чревато большими последствиями, потому как изначально мы покупали машину с фотографиями с этой стороны. И, соответственно, было не сильно видно и не сильно было разобрать удар. То есть, да, было видно, что что-то не так с капотом, с крылом. Опять-таки, на данный момент вы видите через камеру, здесь, ну, я не знаю, в 10 раз качественнее фотографии и видео, чем та, которую, допустим, вы видите на аукционе на этом. Весь удар пришелся у нас вот сюда. Соответственно, видите, что здесь такая щель, я не знаю, 2 пальца влетает. Мы уже подразобрали фару. Тут у нас смяло лонжерон. У нас удар пришелся в эту сторону, вот в эту. Соответственно, у нас вся морда улетела туда, вправо. Вот эта вот вся часть, получается, она вот сюда улетела. Соответственно, капот нашел на крыло, капот сошел. В общем, вот эти вот все неприятные моменты. Это будет у нас самый такой тяжелый из наших всех предыдущих проектов. Вот. И мы постараемся сделать это самостоятельно. Как это будет происходить? Вы это все увидите дальше. Мы пока сами не знаем, как это будет происходить, но у нас есть, скажем так, своего рода план, как мы можем это сделать. Поэтому мы постараемся ее восстановить, сделать так, как она должна быть. На данный момент нам нужно разобрать, увидеть удар, урон, составить список деталей, которые нам нужны. Мы уже примерно понимаем, что да, как-то, где. Вот. Есть такие моменты, вот, допустим, вот крепление вырвано, нам нужно снять это крепление, купить. Что-то с гидрачом, он не работает, жидкости нет полностью, руль вообще не крутится. В общем, есть моменты, есть вот много вот таких вот, скажем, запчастей мелких, которые там тоже повредились, погнулись, нужны петли на капот. Нужно поставить крыло на место, то есть какой-то пластик пошабашил. И вот такие вот моменты. Поэтому будем сейчас заниматься, будем делать, составлять список и будем ехать за запчастями, будем смотреть и пытаться все это восстановить. Поэтому приятного вам просмотра, усаживайтесь поудобнее и погнали. Против солнца. Так, доброе утро. У нас охота за запчастями началась. Пораньше приехали в субботу на разборочку. Сейчас пойдем искать наши деталюшечки на Мазду. На красную Мазду. Вот, список там, в принципе, такой большой у нас. Поэтому начинаем охоту. Там, по-моему, пару машин были этого года нашего. Поэтому я думаю, что у нас все удастся. Вот, и все получится. Что это у нас? Nissan Skyline стоит, да? Skyline старый. Мне еще на мою рабочую лошадку нужен генератор с хондочки снять. Тут есть, да? Вот он. Там, по идее, 2 болта, и вот это чисто, да, снять. В общем, тут была машина. Сейчас вам покажу, вот эта зеленая. Блин, ну она что новая была. Просто, я не знаю, в идеале. Да, она может по салону не в идеале, но она вот здесь, вот посмотрите. Радиаторы новые, нульцевые. У нее был здесь аккум новый полностью. Здесь было настолько чисто, опрятно, я просто вам даже передать не могу. Бирочки все, ТОшечка, там тоже где-то стикер был, что она проходила. Ремень новый ГРМ, все было новое. Я так надеялся снять с него генератор, потому как я понимал, что машина, ну знаете, в хорошем состоянии, и можно с нее снимать детали. И нету, уже кто-то снял. Тоже, да, смотрите, вот катушечки, свечечки, все вот это вот внутри. У нас на самом деле это дорого стоит, а здесь особо люди не парятся, они в основном покупают новое. Вот, видите, почти у всех на двигателях все есть. Свечки, катушки, никто ничего это не снимает. Вот, STI Honda, тоже целый двигатель, нулевичок.
Посмотрите, все на месте, рампа, форсуночки. Все есть. И так почти у каждого. На каждой машине, видите, целые двигателя. Хотя этим Хондам они тут уже стоят, просто врастают. Хренову тучу лет. А знаете почему? Потому что оно не ломается, поэтому его и до хрена, поэтому оно и стоит. Вот на самом деле. Оно ездит, я не знаю, эти Honda двигатели, это просто что-то нечто. Я на самом деле любому человеку могу рекомендовать Honda как первый автомобиль. Вот вам, если нужна первая машина, лучше Honda вы не найдете. Она дешевая, она простая, она копейки стоит по запчастям, по всему. И она просто ездит, и ее ничем не убить. Вот как Toyota Camry, вот то же самое и Honda Civic. Я вам серьезно говорю, просто. Так, нашли машинку. Вроде бы как наш кузов. И сейчас посмотрим год, я не знаю, что это за год. У нас же тоже хэтчбэк, да? А, не, седан у нас, это седан. В общем, у нас 11-й год. Это машина 10-го модельного года, поэтому, по идее, это наша машина. Наш кузов, имею в виду. Да, это наша. Отлично. И она красного цвета, еще мы бампер нашли, нам бампер надо будет. Тут, видите, примятый удар, но это вообще чепуха по сравнению с тем, как у нас пострадал бампер, поэтому мы тут нагреем, выдавим. У нас, кстати, вот эти вот пластмасски тоже хорошо пострадали, а тут все крепежи целые, с этой стороны цело, и она красная, нам вообще не надо будет красить. Идеально. Сейчас, короче, тогда будем тут ее разбирать. У нее же заберем гидроусилитель, вот этот вот баклушу, вот эту. И те же самые, вон те крепежи, короче, мы все отсюда будем забирать. Отлично. Это вот целое. наша. У нас не целое. Левая, вот это. да, вот это только не целая. И то, наверное, целое. Ну, там крепежи вырваны из-за бампера. Короче, возьмем. Короче, берем бампер, да? И решетка у нас, по-моему, тоже немножко покоцанная. Тут она вылетела с пазов, но мы ее вставим назад, а так она визуально цела. Блин, вот это находка, вот это супер вообще. Первая машина, и нам повезло. Тут кому-то, видите, не повезло. Залетела так залетела. Ну да. Так, ну что, как вы и видели, разорвали мы ее. Ну, не знаю, наверное, минут 30-40, да, максимум прошло. В общем, вот эти детали, которые мы берем усилитель, мы берем фару, не знаю, одну или две. Мы берем компрессор, помпу, короче, гидроусилителя, потому что на нашем от удара вот эти вот, как это сказать, серые, защелки, они поломались, в общем, внутри. Вот эти вот пины, да. И, короче, берем, приходится брать в целом в сборе, так как оно тут, видите, оно тут как-то, в общем, как запаяно. Берем бампер, потому что наш поврежден. Берем вот этот омыватель, потому что он тоже поврежден, в нем дыра. Петли капота мы взяли еще, вот только что скрутили, потому что наши погнуты. Еще мы будем брать вот это крыло, но пока мы не можем его снять. Знаете почему? Потому что эти дебилы поставили сюда колесо прям под болт. Соответственно, нам нужно будет в следующий раз прийти с домкратом и поддомкратить. Мы искали, пытались найти в багажнике, знаете, вот эти вот домкраты дорожные, но они почему-то, зачем-то, они все их снимают здесь. Мы проверили, это машин 20, у всех сняты домкраты, они, видимо, их отдельно продают. Не знаю, кому они нужны, но сама суть. В общем, на самом деле, да, взяли так немало деталей. Я что-то думал, что нам надо меньше, а по факту начали брать, оказалось, что нам все надо. Вот такие вот ключи хотим взять, ну, баллонники типа, вот. Тут просто нормальных на самом деле нет баллонников, вот, а этот штатский от Mazda, вот. Сейчас попробуем их взять с собой, попробуем сказать, что они типа якобы были наши, не знаю, получится нам или нет, может их вообще подарят нам. В общем, в следующий раз, что нам нужно будет взять, нам нужно будет вот этот телевизор снять, потому что мы видели, что там у него трещина сбоку, также там болты идут, которые крепятся к металлу, и скорее всего там они тоже луснули. В общем, телевизор здесь целый, будем брать новый целый телевизор. Радиаторы, все то нам не нужно.
Еще нам нужно будет вот этот усилитель, вот этот зуб. Его нужно будет высверлить. Вот мы посмотрели, есть здесь точки, мы его высверлим. Целиком заберем его и приварим к нам, потому что у нас он здесь согнут, как вы помните. Вот здесь сюда был удар. Поэтому поставим новый, красненький, все как должно быть по заводу. В общем, в следующий раз берем вот это, приезжаем с инструмента, потому что у нас сейчас нету. Забираем этот, как я уже сказал, телек и забираем крыло, тоже домкратим машину. И это все запчасти, которые нам нужны. Нам еще нужна, кстати, лобовуха. А Серега говорит, что здесь лобовуха еще оригинальная. Вон, значок Mazda. Видите? И возможно, вероятнее всего, что мы приедем ее вырежем и попробуем вклеить. Потому что здесь будет, ну я не знаю, сколько они за лобовуху берут. Но я думаю, баксов 50 мы заплатим. Новая стоит 120 китайва. Вот, плюс там клей туда-сюда, она выйдет 150, плюс нужно ехать очень далеко ее забирать. То есть нам только 1,5 часа пути туда, 1,5 назад, то есть 3 часа это очень много времени потеряем. Поэтому, скорее всего, мы будем вырезать ее и пробовать вклеивать. Опять-таки, если она вырежется без повреждений, вклеим. Если при вырезке мы ее повредим, ну, значит, купим уже бэушную, не бэушную, а новый китайский лабаш. Все, мы погнали, сейчас все грузим и работать дальше. Итак, отчет, во сколько нам все стало. В общем, все в сумме мы заплатили всего лишь $200. И это идеально, это офигенно. Почему? Объясню. Потому что на серую Мазду, которую вы видели перед этим ролик, я только одну решетку покупал за $150. Здесь нам посчитали целый бампер, вот целиком в сборе за $100. Здесь это вообще ни о чем. Плюс нам его красить не надо. Потому что обычно они считают за каждую пластмасску, которая в бампере. Вот за это, вот за вот это, вот за вот это. Плюс вот внутри есть абсорбер. Вот за этот белый. За него тоже деньги считают на разборках. Скажем так, на частных разборках, где они сами снимают и продают. Они тебе называют цену за каждый из деталей. Здесь же просто мужик красавчик. Мы к нему постоянно подходим. Он отдает иногда вообще, может просто так, если там какая-то мелочь, он говорит, да забирайте, мне не жалко. В общем, 100. Еще самое дорогое, вот это, по-моему, $15 или 10 нам обошелся. Дорогой еще был 50, вот этот насос, помпа на ГУР. Эти петли на капот, по-моему, по $15 или 15 за 20, по-моему, за 2. Фару не знаю почем, и вот это тоже не знаю. Ну, то есть там, ну, там копейки, там что-то типа, может, $20. В общем, но сам факт, мы заплатили всего 200. И вот эти вот штуки, как мы и думали, нам просто... Ну, он их не заметил, и он говорит, по барабану. Короче, мы за них не заплатили, за эти баллонники. И еще также в подарок генератор на мою Хонду. Опять-таки, он сначала сказал, что мы его отдельно посчитаем, потому что я попросил, чтобы не вставлять его в этот чек. Потом он вообще просто сказал, проходите, и все. В общем, грубо говоря, плюс деталька. Плюс омывачка. Да, и еще вот почему вопрос у вас был, зачем мы забираем жидкость, а не вылить ее, потому что серому надо в свою перелить. Вот так вот еще мы еще. Кстати, омывачка, ну, $5 в Walmart стоит. Поэтому... Короче, одни плюсы. Я люблю, обожаю эту разборку, потому что ты пришел и забрал все, что тебе надо. Еще на кассе, как я уже сказал, тебе сделают скидку или что-то дадут бесплатно. В общем, пушка. Просто вот я доволен на все 100% этой разборкой. Жалко, что она всего лишь одна. Она одна на весь Ванкувер, она одна на весь там, вот на весь Ванкувер. То есть я имею в виду Бернаби, Лэнгли, Кокетлам и все вот эти районы. Тот же самый, мы в Абботсфорде находимся, она одна в Абботсфорде, потому что остальные разборки, они частные. То есть ты туда звонишь, они говорят, да, у меня есть, приезжай, я тебе сниму. Вот, но и цена в 2 раза дороже от вот этой вот разборки. В общем, все, теперь точно едем и все ставим назад.
Страшно, но мы будем делать. Прошло 3 месяца, наверное, спустя. Но решили все-таки делать ее, так как, если честно, пробовал ее на запчасти продавать, никто ничего не спрашивает. Пробовал ее целиком продать, никто ничего не спрашивал. Поэтому принято решение делать. Еще давай дальше. Ага. Нормально. В общем, будем сейчас равнять клоки усилителя, которые у нас ушли. Вот этот и вот этот. У нас есть форклифт, который мы подгоним сюда и будем гидравликой пытаться их задавить влево. И тот же самый, вот этот тоже влево. Вот. И сюда упрем машину, чтобы она не съезжала, когда будем гидравликой давить. Вот. В общем, как-то сейчас все выставим, я вам подсниму. Не запускается. Либо аккум, либо что-то. Потолкаем. Мускулы есть. Это селедки, колесо. Еще чуть-чуть туда. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Еще. Все. Вот так вот. Мы хотим сюда поставить, что-то упереть ее хоть немножко, потому что оттуда мы будем давить. Вот. Так, мы все тут нормально делаем. Вот. У нас они без колес, они выставлены машина. Вот. Мы, короче, у нас, ты понял, усилители лонжеронов ушли вправо, был удар сильный. Вот, настроили лазер, короче, померили, нашли середину крыши, нашли середину лабаша, метки совпали у нас, и здесь тоже у нас середина. И теперь мы померили, в общем, по усилителю, мы замерили вот этих болтов до середины, вон там вот эта штука, тоже это середина четкая усилителя. И точно так же меряем отсюда до середины. У нас идет 49 сантиметров, вот эта вот штука, оттуда до середины. Соответственно, нам 49 нужно выставить здесь, чтобы он был середина здесь и была 49 тут. И мы только что померили, и оказывается, что у нас улетел вот этот усилитель на 6 сантиметров почти. Также померили вон тот, ну примерно, понял, потому что там сейчас не померишь, потому что ты видишь, что он погнут. Вот, он тоже, короче, примерно 6 сантиметров улетел. Прикинь, какой, да, шлифочек был. Вот, поэтому мы вот это вот сейчас все толкаем влево. Серый там он сейчас заземляет машину как может, потому что у нас есть форклифт и у нас есть гидравлика. Вот, взяли гидравлику такую, будем сейчас качать, упремся в форклифт, подгоним сейчас его вот сюда, упремся и будем давить. Вот, ну и так, чтобы она туда не смещалась, вон ставим такую херню. Вот такие дела, да. Итак, друзья, привет из настоящего. И у меня есть вам что сказать по поводу нашей красной Мазды, которые мы восстанавливали. И последние кадры оборвались на том, что мы пытались выровнять, да, лонжероны, то есть их увело. Вы сами видели, мы взяли гидравлику. И после этого мой казус произошел с телефоном. И на самом деле все видео, которые я снимал, а мы еще после этого снимали около 2 недель, они пропали. Поэтому, собственно говоря, это меня побудило на то, чтобы купить камеру, на которой я сейчас снимаю. Это DJI Action 4. Поэтому все будет уже четко с видеоформатом, с видеофайлами, поэтому в дальнейшем вы сможете все видеть прям от начала и до конца. Ну а сейчас хочу вам все-таки рассказать, чем закончилась наша эпопея с Маздой, у которой просто улетели лонжероны, и они улетели там капитально, по-моему, на 6 сантиметров вправо, то есть их 2 выгнуло. Если вкратце, ту гидравлику, которую мы взяли, она была старая, ее не хватило мощности для того, чтобы ее выровнять.
наши лонжероны, поэтому был куплен новый кит. Назывался фирма Weber. Я сейчас сюда фотку ставлю, вообще, которую мы заказывали. Мы брали, по-моему, 12 тонн гидравлику. Она была полностью новая. В районе $250 она стоила, с таксами она вышла 280, и она справилась, скажу честно вам, на ура. Просто, вот вообще просто в идеально. Ее хватило, она все выжила, и у нас все четко собралось. Все зазорчик в зазорчик, у нас пришли лонжерончики, потом мы поставили, навесили новый ребар, ну точнее бэушный, который вы видели, мы купили. В общем, все было навешано, и все четко у нас совпало. После этого мы погнали, естественно, машину на инспекцию всю, на самом деле, вот от и до просто пересмотрели, передрали, ни к чему не докопались. И сказали: все четко, молодцы, вот ваши бумаги. После чего мы не стали тянуть долго. В следующий день была мойка и выставление на продажу, фоточки. И мы решили не сильно много, на самом деле, на ней там пытаться навариться. А мы хотели побыстрее слить машины. Мы, если честно скажу, что мы продавали в тот день 2 машины. Это была и красная Mazda, которую вы сейчас ролик смотрите, и предыдущая синяя Mazda. Они продавались в один день, я их выставил в один день. И интерес в том, что человек, который хотел купить красную Mazda, он все-таки купил синюю, тот, который хотел синюю, он купил красную. Вот так вот иногда бывает, люди меняют свое мнение при виде 2 автомобилей, вот, но и цена у них была разная. Вот, та у нас ушла за 5, и эту я выставлял 4,5, она ушла за 4 или 4200, что-то в этом роде. В полностью нам вышло тоже в районе 3000, там 2 с чем-то, то есть до 3, поэтому там заработок есть, там заработок остался. Но на самом деле это просто, ну я бы сказал, чудо, то, что мы ее достали вообще просто из металлолома, потому как у нас не было опыта в этом, и мы это все делали впервые. Мы впервые использовали гидравлику, и впервые вообще у нас был такой дэмэдж, с которым ушли просто лонжероны. И мы это, грубо говоря, самостоятельно, смотря там, не знаю, YouTube, особо там мы и не смотрели YouTube, просто делали примерно, как мы догадывались, как нужно делать, вот и все. Вот. И мы Мазду эту сохранили, ее забрала девочка, студентка, тинейджер. Я бы сказал это так, что все остались довольны и получили желаемый результат. Вот. А вас на самом деле ждет, друзья мои, новое видео, и оно будет просто не менее интересное. У нас уже есть новый проект, который вы увидите совсем скоро, поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Если вас что-то интересует, пишите комментарии. И до новых встреч в новом видео. Всем пока!